главное осложнение — это перегрузка зубов, потому что люди молодые, идет нагрузка большая, они думают, там титановый имплантат, и можно жевать, забивается пища, присоединяется вторичная инфекция, и, соответственно, идет обнажение тела Мгм. имплантата вплоть до перелома имплантата. Иммунитет на самом деле больше вокруг зуба, чем вокруг имплантата. А это тоже, да, это тоже один из факторов риска. Имплантаты часто не приживаются. Удаляем все зубы. Сейчас мы кости сюда положим. Они хотели сделать белые виниры еще белее. Ну что, давай блиц-опрос. Сейчас я задаю тебе короткие вопросы, ты мне коротко на них отвечаешь. Да, давай, буду стараться. С какими осложнениями приходится сталкиваться молодым людям, которые устанавливают все на 4? Наверное, самое главное осложнение — это перегрузка зубов, потому что люди молодые, идет нагрузка большая, они думают, там титановый имплантат, и можно жевать. И как следствие перегрузки — это переломы, сколы, переломы удерживающих винтов, перелома супраструктуры, абатментов. Далее, если это все выдерживать, и доктор сделал это все там из титана, из циркония крепко, то нагрузка идет в кость, идет в имплантат, идет убыль кости, потеря мягких тканей, забивается пища, присоединяется вторичная инфекция, и, соответственно, идет обнажение тела имплантата вплоть до перелома имплантата. Поэтому это такой процесс, он идет не сразу, он идет в течение нескольких лет. Пациент, как правило, иногда не замечает, если, конечно, это не сколы. Но в целом это, конечно, уже потом приводит к таким серьезным осложнениям и требует замены всей конструкции. Могут ли быть имплантаты полной заменой своих собственных зубов? Да, нет, конечно, это всего лишь протез. Это качественный, но протез. У него нет защиты, как у своего естественного зуба, типа круговой связки зуба. У него нет этих барорецепторов. Пациент не знает, это твердое, не твердое. Дальше ему гвоздь, он его будет кусать, не понимая, что это жесткое. Поэтому это качественный, но протез. У зуба зубодесевая борозда — это самая иммунная зона. То есть так как мы полостью рта едим, и там есть инфекция, то есть, соответственно, иммунитет на самом деле больше вокруг зуба, чем вокруг имплантата. Абсолютно согласен. Абсолютно согласен с этим. Поэтому не стремитесь расстаться со своими собственными зубами как можно быстрее. Что лучше всего, зуб под коронкой или имплантат вместо зуба? Ну, конечно же, если зуб удалось качественно пролечить эндодонтически, восстановить там разрушенную коронковую часть и покрыть его коронкой, это намного лучше, чем имплантат. Проблема в оценках риска. То есть, если мы зуб, допустим, с трещиной восстановим, сколько лет он прослужит, либо удалим и поставим имплант, сколько лет он прослужит. Мы как бы из двух зол выбираем, конечно, меньше, но тут идет просто здравый анализ, оценка рисков и прогноз. Ты пациентам рассказываешь про эти риски? Обязательно, обязательно рассказываю. И я рассказываю, что будет с конструкцией через несколько лет. Где будут слабые места и как мы будем их решать. И насколько примерно этот зуб может прослужить. Мы иногда, конечно, не угадываем. Бывает так, что, знаете, у меня пациентка там, я ей сделал протез и думал, ну, 3-5 лет постоят эти зубы, и в итоге он 15 лет стоит еще, и зубы стоят. Вот. У меня, Но когда это в кстати, положительную сторону, это да. всегда хорошо. Да, у меня есть пациентка, которая с пародонтитом. Я провела лечение и поставила ей временные металлокерамические конструкции на год, Ага. пока лечить пародонтит. Идет 10-й год. Да. Но это Идет приятно, когда ты 10-й год. ошибаешься в большую сторону. Да, очень приятно. При сахарном диабете нельзя устанавливать имплантаты или все-таки можно? Если говорить показания и противопоказания к имплантатам, есть абсолютные противопоказания. Это любые некомпенсированные соматические заболевания Мгм. и психологические заболевания. Вот тогда 100% нельзя ставить имплантаты. Если это заболевание компенсируется, в том числе и сахарный диабет, и пациент контролирует его, особенно до операции, потом после операции, во время приживления имплантата, то имплант можно поставить. Вот недавно совсем такой кейс один реализовали, слава богу, все прошло успешно. Поэтому тут самое главное именно разговор с пациентом, рекомендации, и чтобы пациент жестко выполнял эти рекомендации. Поэтому это не приговор, имплант можно поставить. Да, я так понимаю, жесткие рекомендации — это опять касательно питания, гигиены. Питание, гигиена, обучение, контроль — это очень важная составляющая нашего лечения. Именно уход потом за пациентом. То есть не так, ты закончил, рассчитал с пациента, и все, он ушел, и ты его забыл. Нет, обязательно нужно держать пациента вот в пределах клиники, чтобы он посещал и наблюдать за своей работой, и как он особенно проводит гигиену дома. Такой сейчас непростой тебе вопрос задам. Какое оптимальное количество имплантатов нужно устанавливать одному человеку, если полностью отсутствует или планируется удалять все зубы? Вот мы с тобой уже поговорили про все на 4. Что много плохо, мало плохо, сколько оптимально?
на твой взгляд, на сегодняшний день, на Ну, сегодняшний для момент? меня на самом деле это несложный разговор, потому что это часто вопрос на моих курсах. Смотри, есть минимальное, есть максимальное количество. Мгм. Максимум– это количество отсутствующих зубов. Мгм. Минимум– это всегда половина от количества отсутствующих зубов. Допустим, отсутствует 10 зубов, 5– это минимум. Ну, Мгм. желательно, конечно, четное количество 6, чтобы можно было их симметрично расставить. Но каждый добавочный имплантат, он позволяет делить конструкцию на такие маленькие мостики. Мгм. А это говорит уже о ремонтопригодности. Это говорит о том, что технически это лучше сделать, проще сделать. И, соответственно, это влияет на прогноз работы. Так вот, все-таки конкретно можешь сказать цифру имплантатов на одну челюсть, если планируется удаляться все зубы? Ну, смотри, Допустим, вот кость позволяет это сделать, челюсть позволяет, впервые удаляются все зубы, или там корни ну, я бы сгнивших начинал, зубов. наверное, минимально 6. 6. Лучше оптимально 8. 10– это 4 мостика отдельных и, соответственно, на 10 имплантатах. 8– это то же самое, 4 мостика, но до 6 зубов. 4 или там 6– это тоже всегда до 6 зубов. Жевать пищу с 6 зубами только это крайне неудобно. Мгм. И если еще особенно у пациента есть проблемы с суставом, создать поддержку без семерок достаточно сложно. То есть Поэтому 8. 8 либо 10– это оптимально. Мгм. 6– это минимально, 4– это только когда делается протез, потому что есть разница между коронками на имплантах и протезом на имплантах. Здесь колоссальная разница. И многие врачи допускают ошибку, не учитывая тип конструкции. Сколько служит имплантат? Здесь достаточно такой философски размытый вопрос. Кто-то говорит там 10-15 лет, кто-то говорит 20 лет. В книге Бренемарка там описаны случаи там 50 лет. И я считаю, что если имплант поставлен грамотно, учитывались все факторы риска, и пациент выполняет все рекомендации, он может служить всю жизнь. Есть такие кейсы. Главное, чтобы на него были расходные части, чтобы его запротезировать. А это тоже, да, это тоже один из факторов риска. У меня есть пару пациентов, которым ставили импланты 20 лет назад, и эти импланты, и, вернее, фирма, которая производила эти импланты, они просто исчезли. Нет никаких расходников, и пациент таки ходит с этими 25-летними коронками. Да, я тоже с этим столкнулась. За последние 3 года пришлось запротезировать пациентов, у которых мы в течение года, полугода или 2 лет выясняли вообще, что это за система имплантатов. Потому что было модно сначала уезжать куда-нибудь в СНГ, делать недорогие имплантаты, а потом они приезжают в Россию, и никто не может найти расходные части для того, чтобы этих пациентов запротезировать. Ну да, это как раз-таки одни из минусов стоматологического туризма. Люди думают, что если уедут, сделают там дешевле, приедут, а потом вопрос с гарантией и сопровождением, он закрывается. Имплантаты часто не приживаются. Пациенты так говорят. Ну, в принципе, на сегодняшний день статистика такая, что приживление импланта идет примерно в больше, чем 95% случаев. Зачастую проблемы случаются в тех случаях, где доктор не так тщательно собрал анамнез, не учел скрытые заболевания пациента, и потом это вышло боком. Либо в угоду, скажем так, комфорта или маркетинга делаются какие-то этапы вместе. Мгм. То есть Например? удалили зуб или там сделали пластику кости, сразу Мгм. поставили имплантат. Имплантат имеет плохую первичную стабилизацию, это важнейший фактор для его потом остеинтеграции. Не сделали пластику десны, то есть там какие-то моменты не учли, и сделали как бы все в один этап. Надеюсь, что Мгм. вот сразу все заживет, и имплант приживется. И не получилось, не сложилось. И имплант, соответственно, не Я, прижился. кстати, тоже заметила такой тренд, когда людям говорят: давайте все удаляем все зубы, сейчас мы кости сюда положим, все приживется, и все будет замечательно. И потом люди ходят без зубов долгое время, у них этот костный материал постепенно вываливается, и в итоге остается тонкая косточка с этими имплантатами, но уже без зубов. Да, к сожалению, есть такое. Я недавно был на курсах по осложнениям, по хирургии, и Мгм. врачи делились своими кейсами по осложнениям. И знаете, какой процент осложнений в вертикальной аугментации, это вертикально Да. нарастить кость? 50%. То есть 50% может прижиться, 50% нет. Я, кстати, научилась наращивать кость вокруг пародонтитных зубов. Ну, это круто. Это У на меня самом деле... имплантологи очень счастливы. Да, это очень круто на самом деле, и это такой до сих пор открытый вопрос, и кто-то предлагает там какое-то чудо-мазь, чудо-средство, которое очищает, кто-то делает какие-то свои секретные методики. Я тоже раньше пытался это делать, но сейчас я просто отправляю к людям, кто это делает правильно и грамотно. Спасибо, очень приятно. Можно назвать идеальным материал для протезирования
протезирования имплантата? Ну, то есть это циркон, пластмасса, которая более мягкая, композитный материал, металлокерамика или имекс? Ну, я бы, наверное, сказал, что идеального материала нет. Есть материалы, приближенные к эмали зуба, именно к твердости, по стираемости. Вот, и, наверное, это имекс, силикат Мгм. лития, имекс. И остальные материалы, вот, допустим, цирконий, он достаточно твердый, именно поэтому, если мы выбираем этот тип конструкции, этот тип Мгм. материала, мы покрываем сверху его керамикой, Мгм. чтобы быть максимально приближенной к эмали зуба, чтобы стираемость своих естественных зубов и коронки была примерно одинаковая. И я заметил, что вот мы сделали работу, там через какое-то время, там через 5 лет на коронках появляются такие, знаете, она такая шероховатая становится. Да. И это, наоборот, хорошо. Это говорит об адаптации. То есть прикус не может быть идеальным, вот как ты сделал его, доктор, и всю жизнь он будет такой. Происходит естественное старение, скажем так, адаптация, и кость меняется, и челюсть меняется, и, соответственно, зубы тоже должны меняться. И если не происходит адаптации зубов, Мгм. то возникает проблема уже комплексного характера. Ну, ты знаешь, я бы хотела еще отметить, что это не только адаптация, а это еще мода на отбеливающие пасты и на натуральные порошки. Потому что и так девушкам поставили, допустим, красивые виниры, там где-то цирконевые, где-то из имакса. Они через там год-два приходят с неблестящими винирами. Потому что они покупают пасту или натуральный порошок и начинают это все дело вычищать. То есть они хотели сделать белые виниры еще белее. Да. Ну, звучит, конечно, забавно. Ну, как раз таки и говорит о том, что доктор должен прорабатывать эти моменты, и должна быть коммуникация хорошая после лечения. Все люди разные, и такое бывает. Чего только не насмотришься за практику. Давай теперь к неприятным вопросам. Было несколько громких скандалов, вот в плане именно удаления и имплантации тотальной, то есть когда удалялись все зубы и устанавливались имплантаты. И даже было несколько смертей.